Что испытал и пережил персонал Чернобыльской атомной электростанции, работавший не только в ночь аварии, но и в последующие дни после 26 апреля, как оперативники, ремонтники, ЭТР и служащие выполняли свой профессиональный долг в запредельных уровнях радиации, трудно представить даже коллегам-атомщикам, не говоря уже о простых гражданах. Но восстановить ход событий можно. Наш фильм основан на записях оперативных журналов, на станционных приказах и распоряжениях, на материалах следствия, на послеаварийных исследованиях и воспоминаниях участников тех событий. Все документы, которые мы цитируем в этой программе, до 2016 года имели высокий уровень секретности. Из сообщения 6-го управления КГБ УССР. 2 мая 1986 года впервые проведена радиационная разведка промышленной территории АЭС. Комплексное обследование внутренней территории станции около 750 гектар. Определено 16 точек, в которых будет осуществляться контроль радиационной обстановки. Батальон химико-радиационной разведки Советского Союза был. Послали сюда. Возглавлял его майор Севастьянов. У нас нет альфа-измерения на станции. Не было таких. Вот. Ну, мы изучив. А машина это была военная? Военная машина принадлежала вот этому батальону как раз. Разбираться будете вы? Да. А отвечать буду я. Потому что так, он проводит измерения, я контролирую всю его, так сказать, работу. И так, вот он померил, пишет записочку. Записочку отдает мне, я отношу ее к Коробейникову. Коробейников, это день первый, когда мы наладили лабораторию с другого, значит, все, первые пробы взяли, он посмотрел на записочку, задает блокнот, у него такой толстый был, знаете, вот такой щоденник, это, записывает туда, все, что там есть. Завтра, говорит, снова проводите измерения. Ни слова мне ничего не говорит, бумажечку так мнет, потом берет, сжигает в пепельницу у себя на столе. Так сказать, ну, нет ничего информации, не уходит никуда. Уровень радиации при входе на промышленную площадку станции составлял 2 рентгена в час. На дороге ко второму блоку 2 рентгена в час. К блоку номер 3 – 60 рентген в час. На дороге к 4-му блоку – 400 рентген в час. В отдельных местах на подступах к 4-му блоку более 1000 рентген в час. Крыша ХЖТО и ХЖО – 400 рентген в час. Радиационный фон со стороны завалов 1200 рентген в час. Припять 0,5-1 рентген в час. Воздух, дороги, асфальт от 10 до 60 рентген в час. В настоящее время рабочие группы правительственной комиссии ведут обсуждение мероприятий, необходимых для дальнейшей локализации очага радиации, в том числе отводу тепла от реактора, изучают возможности доступа к месту аварии для организации работ по очистке территории. В соответствии с планом продолжаются следственные мероприятия по установлению причин аварии. Ну, скажем так, еще до 30-го время тянулось, пока расхолаживались системы, блоки там и все прочие дела, приводились в порядок. Но к 6 числу практически была идеальная схема для станции, выведенной в режим глубокого останова, скажем так. Все лишние люди убраны, все под контролем. Даже там, где контроля практически невозможно было осуществлять, но все равно контролировался. 3-й блок. Прийти на 3-й блок и обратно, один БЭР обеспечен. То есть все знали, как бежать вдоль какой стеночки, все забежать 2 раза в смену, по-моему, да, 2 раза в смену мы организовали. Значит, работает у вас на мнемосхеме один знак насоса расхолаживания, один знак насоса технической воды. Все погашено. Вот ты только заскакиваешь, увидел, на неоперативный там что-то глянул и бегом обратно. После завершения основных штатных операций по расхолаживанию остановленных блоков и перехода в режим поддержания блоков в безопасное состояние было принято решение часть оперативного персонала, тех, кого по показаниям не забрали в лечебные учреждения, отправить в отпуск по семейным обстоятельствам. Работники Чернобыльской атомной электростанции поехали разыскивать свои эвакуированные семьи.
Оставшийся персонал в основном был занят на специальных работах по ликвидации последствий аварии. Разделение коммуникаций между третьим и четвертым энергоблоками, восстановление контроля разрушенных систем, настройка дистанционного наблюдения. А также на персонал лег огромный объем работ по сопровождению различных специалистов, участвовавших в ликвидации последствий аварии. Чтобы качественно, безопасно и в короткий срок выполнить необходимые работы, нужно было не просто хорошо знать географию станции, но и отлично ориентироваться в многочисленных помещениях энергоблока. Если брать то, что связано с реакторным отделением, да, там свои сложности, там совершенно другая география. Вот, и, как говорится, в Марзале ты еще свет Божий видишь, да, а там глухие комнаты, коридоры, лестничные проемы. Поэтому там просто знать надо, куда идешь и что будет за поворотом. Вот. Ну, как минимум можно заблудиться. Конечно, когда есть объект, в который все боятся войти, и боятся не с точки зрения ДОС, там, для здоровья, и такие были, но потому что не понимают. Ну реально, ну как можно понять атомную станцию, там генерал, там десантник или генерал, даже инженер, химики и так далее. Ну, наиболее грамотные, с кем я сталкивался, все-таки были инженеры военные, и генерал Пикалов, и вся его команда Химгосп. Это вообще уникальные ребята по интеллекту, по знанию. Это, ну, это элита мозговая, скажем так. Но они же этот объект не знают. Я просто вспоминаю впечатление Варенникова, генерала, с которым он прилетел, когда мы с ним ходили. То есть он смотрит на это все переплетения труб и все прочее. Я не все приводил там. Там же слова не только литературный язык. Я говорю, и вы это вот это все, понимаете? И когда люди занимаются своим делом, и это никому не надо на эти вещи отрываться. Знаете, вот даже в Чернобыле сидят все эти штабы, им не надо думать о том, что там на станции. Там люди свое дело знают. И штаб должен только одно, он только должен на запросы отвечать, помогать. Да, дайте нам то-то, там, привезите то-то, там, достаньте срочно это, то-то. Все. Расстояние впечатлять, я не знаю, что значит расстояние. Знаете, как там до ГЦН, да, дойти с Золотого коридора, может, это не расстояние. А вот сколько? Там вообще мелочь. Нет, ну вот просто озвучить эту мелочь. Мелочь это же не... Не 10, конечно. Нет, ну вот, дело в том, что тут, понимаете, как, что значит дойти до ГЦН, может там 150 метров дойти, да, там, но стояла задача не на ГЦН же смотреть, а стояла задача конкретно отработать с какой-то или системой, которая обслуживает в рамках ГЦН, или с конкретным оборудованием что-либо сделать. Да? Поэтому это находилось в районе ГЦН, но это могло быть и ниже отметка, и выше отметка. Поэтому тут как Чтобы бы... было понятно, что такое отметки? Это этажность? То есть, чтобы... Это этажность, да. Это этажность, да. Ну, как я там, например, Марзал, это верхняя отметка, это 12 метров над полом. Нулевая отметка – это то, что внизу, куда транспорт заходит. Ну, и как бы вот так вот. 35-я отметка – это центральный зал. То есть можно пешком подниматься. Вот, лифты не работали, поэтому бегали пешком. Сигнализации нет, ему надо бегать там на неоперативный контур-оператор. Это разве дело? Потом-то это все сделали, но... Ну, обмерили по минусам, -4, где-то по кабельным тоннелям ходили наши. Ну и мы и других многих пропускали, но вообще там 6 киловольт, там и тем более и вода была, стрельнуть может там. Это нарушение вообще. Ну а куда деваться человеку? Пропускали многих людей, там, скажем, дежурный смотрит. Ну, кроме свои-то, понятное дело, ходили там по минусам. Ну и с других цехов пропускали. Там разные комиссии. Все-таки пройти к 4-му блоку. Потом там вылазят уже, ясно дело. Там еще более-менее.
Атмосферу, которая царила в правительственной комиссии в первые дни мая, хорошо иллюстрирует эпопея с так называемым китайским синдромом. В майском докладе ЦК КПСС сообщалось, что тепловое пятно в разрушенном реакторе, за которым велось постоянное наблюдение с помощью установленного на вертолете тепловизора, исчезло. Специалисты предположили, что расплавленная топливная масса прожгла нижнюю опорную конструкцию реактора и вышла в помещение под реактором. В этой ситуации возникла угроза проплавления конструкции бассейна Барбатера и фундаментной плиты реакторного отделения с выходом топливной лавы непосредственно в грунт. Масштабы радиоактивного загрязнения подземных водоносных горизонтов могли оказаться катастрофическими. Но до проблемы с водоносным слоем попадение раскаленной топливной массы в заполненный водой бассейн Барбатер, находящийся под реактором, могло спровоцировать паровой взрыв огромной силы. Именно опасение такого взрыва и послужило основанием для эвакуации населения из 30-километровой зоны. Чтобы избежать фатальных последствий, решили во что бы то ни стало слить воду из бассейна Барбатера. А поскольку бассейн Барбатер 4-го энергоблока находится в зоне обслуживания реакторного цеха, то и выполнять данное задание было поручено персоналу именно РЦ-3. Отправляли несколько групп, после чего оперативников еще несколько раз посылали проверять, точно ли слита вода из бассейна Барбатера. Вот, допустим, Шацман, Андрей, они ходили, проверяли воду, слита ли вода с бассейнов Барбатеров. Потому что в голове наших руководителей правительственной комиссии и ученых закралась мысль, а если этот расплав активной зоны пойдет в бассейн Барбатер, а там все-таки вода, то что будет с этой водой? Произойдет радиолиз воды, произойдет образование гремучей смеси и произойдет повторный водородный еще взрыв. Вот чего начали бояться. И повторно, по нескольку раз ходили, проверяли, а слита ли вода. И вот человек, он не знает, насколько это критично, он всего лишь сходил в серьезное поле, открыл какие-то 2-3 задвижки и вернулся. И вроде ничего ж вроде такого и не делал-то. А ведь это настолько важно, такой момент, а он важен для всей последующей деятельности. Невозможность контроля ТСМ и опасность последствий расплавления заставляет правительственную комиссию принять решение по установке охлаждаемой бетонной плиты под фундаментом реактора. В срочном порядке на Чернобыльскую атомную электростанцию направляют шахтеров и специалистов Минтяжспецстроя. Всего в прокладке туннеля под реактор, а также в извлечении грунта из-под реактора принимало участие 388 шахтеров. Первыми из Донбасса прибыли 234 горняка, затем 150 шахтеров из Московского угольного бассейна. Укршахтострой, Мосбазшахтострой, Донецк, шахта-проходка, производственных объединений из Тореза, Макеевки, Павлограда, Тулы и других шахтерских городов. Все добровольцы. С высоты современных знаний ясно, что эти работы были излишними, но в мае 1986 года знать этого наверняка никто не мог. Пионерлагерь, как помню. Там же то того нет, то гибкого кабеля, там освещение. С какого-то колхоза привезут там кабеля метров 20, там 30. Дежурный по громкоговорящей связи начальник цеха. Иди, распиши, что ты принял там. Не дают спать, нифига, невозможно. Это потому что что-нибудь или там кричит по громкоговорящей дежурный. Вот комбат там химзащита вызывает, там что-то у них там не работает, какой-то там механизм. Да там же есть начальник смены. Но начальник смены, они знают, звоню я начальнику смены, там разберитесь, там проверьте, подключитесь. И надо сказать, что немало было таких случаев, что это специально там, отказывают. Ушли они где-то в укрытие, эти солдаты сидят. Пока там разбираемся, все так. Оказывается, сами отключили где-нибудь, или кабель оборвут, там были такое. Это не как система, таких случаев было. У всех же была возможность то есть не заставляли же работать.
То есть можно же было уволиться или там, скажем, вот уехать и не возвращаться. Таких же было Ну, много случаев. были и такие, У вас, да. вам приходило в голову, вот уеду и не приеду? Нет. Из рассекреченных протоколов заседания оперативной группы Политбюро ЦК Компартии Украины. Среди рассмотренных вопросов повестки дня первого заседания оперативной группы было строительство необходимого количества могильников для захоронения воды, использованной при дезактивации техники, помещений и сооружений, открытие песчаных карьеров за пределами 30-километровой зоны, эвакуация населения из зоны аварии и его размещение, вывоз скота, способы проведения работ по дезактивации транспортных средств, прибывающих в Киев, осуществление контроля воды, воздуха и почвы на прилегающей к атомной станции территории, контроль нахождения в зоне отселения и организация доставки необходимых грузов на Чернобыльскую атомную электростанцию. Вот был один у меня интересный такой случай. Это было, наверное, 2, может быть, 3 мая. На правительственной комиссии в Чернобыле начали возникать такие вот выступления, что много людей в зоне приезжают, непонятно, чего они делают, не могут найти друг друга и так далее. От чего это происходило? От того, что вот дается команда привезти, допустим, цемент. Его везут. Но пока его везут, большое количество, речь не идет о мешке там, или о машине, а пока его везут, уже ученые сказали, нет, цемент не нужен, нужен свинец или доломит. Цемент привезли, человек стоит, а это не один, а несколько, может быть, и десятков машин, и не знает, что делать. И кто-то ходит, а чего вы тут стоите, а кто вас сюда пустил, зачем вы вообще здесь нужны? Уже забыли, что их вызывали. Вот какие были ситуации. Но вот числа 4, когда возник вопрос, что много людей, Щербина сказал, давайте по пропускам. Все, с завтрашнего дня все по пропускам. Я возглавлял в то время и находился в Иванковском районе, возглавлял штаб Припятского горкома партии горисполкома, то есть всю работу с эвакуированными. Но тем не менее все дороги через Иванков идут от Киева. То есть все едут с Киева в Иванков, а потом в Чернобыль. Они доезжали дальше до зоны, а там стоят милиция и говорит, пропуск. Какой пропуск? Я трубу везу, которую вот нужно. Без этой трубы завтра что-нибудь взорвется. Вот у меня телеграмма правительственная. Пропуск. Нет пропуска. Он приезжает в Иванков, говорит, я везу вот трубу, вот у меня правительственная телеграмма. А меня там сержант не пускает, пропуск требует какой-то, а там же, может, взорвется. Я говорю, да не знаю, может и взорвется. Пошел в типографию, напечатал пропусков. Приезжает, пропуск, какой номер машины? Такой, на тебе пропуск, езжай. Приезжает, показывает пропуск, о, есть пропуск, проезжай. Форму не установили. И с этими пропусками дней 10 ездили. Потом, кто тут пропуска придумал? Ну, я признался, говорю, я придумал. О, ну молодец, вообще-то правильно поступил. А вы, милиционеры бестолковые, вам же сказали, пропускную систему сделать, это не значит, что требовать пропуска, но значит установить пропуска, установить порядок их выдачи и все остальное. Ну, потом все это, конечно, наладили, но первые вот такие вот казусы, они были. Из стенограммы заседания номер 1 оперативной группы Политбюро ЦК КПУ видно, что среди партийно-государственного руководства республики не было четкого видения, каким образом проводить информационно-разъяснительную работу среди населения. Например, временная инструкция по экстренной профилактике поражения радиоактивным йодом была утверждена Министерством здравоохранения СССР лишь 7 мая и поступила к исполнению правительственной телеграммы только 9 мая 1986 года. Сейчас опять же не помню, были уже на рабочих местах вот эти приборы дозразведки, которые мы потом все время таскали, это ДП-5В, или нет. Но мы уже туда пошли, уже мы имели возможность контролировать реальную обстановку сами. Только я не помню как. То ли дозиметрист уже с нами был, то ли их уже не было, а мы сами ходили. Потому что в цеха раздали эти приборы, и сами ходили с приборами, кто кому куда надо.
А вот что вы делали? Вот вы пришли в ночную смену, и у вас какое-то было сменное задание, или как вам это объяснили, что вы должны делать? Ну, мы его получили в Припяти, Да. в Прудаево. Он уже конкретно Да, сказал, потому что там оперативный персонал у нас уже был только на первой очереди. На второй не было никого. Никого. И Мельников говорит, что нам сказал. Он нам еще уточнил, что там есть, но он сам там не был. Просто назвали номер помещения, никто там не был. Вот та бригада, которая устанавливала ГНОМ, и ее уже на работе не было. Они никогда уже не появились, по-моему, все на инвалидность там прошли. Нам только сказали в помещении 024 блока В. Из доклада начальника 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения СССР Евгения Чазова. В течение первых 6 часов после аварии было госпитализировано 108 человек с выраженной первичной реакцией облучения, ожогами и травмами. Через 12 часов к работе приступила специализированная бригада медиков, прибывшая из Москвы. В течение 48 часов было обследовано 350 человек, 300 из которых госпитализировали в клинике Москвы и Киева. В последующие несколько дней было госпитализировано еще 200 человек с подозрением на лучевую болезнь. На основании тщательного биохимического, иммунологического и цитогенетического радиометрического исследования и клинического обследования диагноз «острая лучевая болезнь» был поставлен 237 больным. Во время лечения накоплен опыт, которого не было в практике мировой медицины. Сухие цифры доклада, за которым стоят люди, пожарные и сотни работников Чернобыльской АЭС. Трудно подобрать слова, чтобы оценить самоотверженную работу специалистов Чернобыльской АЭС, принимавших участие в ликвидации аварии и последствий аварии на 4-м блоке. На ум приходит только одно слово – подвиг. Я помню, и этот Лильченко, Саша, он тоже говорит, кто-то сказал, и ему сказали, я говорил, да ты давай в больницу, в медсанчасть. Он туда пришел, а людей там много. Он сидел, да ну, без там кто-то, говорит, сказал, да ты бутылку водки выпей, и все будет. Ничего не помогло. Заместитель начальника электроцеха Александр Григорьевич Лиличенко, оберегая молодых коллег, сам трижды ходил в электролизную, чтобы отключить подачу водорода к аварийным генераторам. По колено в высокоактивной воде контролировал состояние распредустройств для подачи напряжения на питательные насосы. Общей экспозиционной дозы, полученной заместителем начальника электроцеха, хватило бы на 5 смертей. Я помню, мне главный диспетчер Киевэнерго. Мы с ним созванивались, он мне говорит, давайте со мной. Будем связываться с ним, я буду информировать, как там у него дела. И вот он мне звонит с утра. Все нормально, мы там были, все нормально. Потом где-то в районе обеда или после обеда, уж не помню, звонит. Саши нет. И он там еще взялся, боялись в палату заходить. Он еще там полы мыл. Зачем-то, не знаю, может быть, так сказать, поддезинфицировать, чтобы там врачи, может быть, не больно, то там забежал, да ладно, там померил, не померил, давление. Полы помыл и... Хотя никогда на сердце не жаловался. У него, по-видимому, пошло там, тоже у него красная все, грудь была, ноги там, ожоги радиационные. А забирали мы тоже, ой, беда, никто не хочет. Там понимают, что там свинца нашли водителю, там, от него фонит, конечно же. Как раз забирали это перед 9 маем, там кругом, там патрули, машины там проверяют 40 раз. Сейчас, наверное, меньше проверяют, чем тогда. Сейчас надо проверять. А тогда, пока его вывезли с Киева, Киевэнерго дала машину водителю. Водителя огородили листами свинца, а то там появился. А мы уж так сидели.
А и такие дела. Так, 5 человек с цеха погибло. 3 июля 1986 года на внеочередном заседании Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза был заслушан доклад Государственной комиссии по расследованию причин аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года. Причины аварии на 4-м блоке ЧАЭС и ее виновники были определены максимально точно. Во-первых, руководство Академии наук и руководство Министерства среднего машиностроения за досрочное прекращение теоретических исследований по безопасности реактора РБМК. Во-вторых, научный руководитель и главный конструктор реактора, так как физикой и конструкцией реактора, в том числе системой его управления и защиты, не была исключена возможность разгона мощности реактора при некоторых рабочих ситуациях его промышленной эксплуатации. В-третьих, руководство эксплуатирующей организации и руководство ЧАЭС, написавших программу испытаний, которых главный конструктор не предупредил о способностях РБМК к саморазгону в определенных ситуациях. Все выводы занесены в протокол заседания Политбюро ЦК КПСС, но эта информация предназначалась лишь для высшего руководства СССР. Протокол был составлен в единственном экземпляре с грифом «Совершенно секретно». А гражданам СССР орган ЦК КПСС газета «Правда» в номере от 20 июля 1986 года напечатала следующее. Авария произошла из-за целого ряда допущенных работниками электростанции грубых нарушений правил эксплуатации реакторных установок, необеспечения должного контроля и мер безопасности. Совершенно разные выводы для внутреннего пользования и для общественности. В угоду политическим интересам на скамью подсудимых отправили только работников ЧАЭС. Главных виновных никто так и не привлек к уголовной ответственности. Да и по сути сфабрикованного в 1986 году уголовного дела основных виновных судить было нельзя ввиду их отсутствия в живых, поэтому судили других. Профессионально оболганные, незаслуженно засуженные. Многие погибли в первые месяцы после аварии, так и не узнав истинных причин катастрофы. И только спустя много лет ряд работников Чернобыльской атомной электростанции, те, кто получил смертельную дозу облучения, были награждены правительственными наградами, однако ордена вручали родителям, женам и детям героев. Леличенку Олександру Григоровичу.